Всем привет! Не знаю, как у вас, но у меня 2021 год выдался очень насыщенным на путешествия. Какая-то хрень, скажете вы, но это действительно так, потому что буквально 2 недели назад я вернулся из долгого путешествия практически через всю Россию. Но для начала я хочу переместить вас на некоторое время назад, а именно в июнь 2021 года, в первый день моего путешествия по Беларуси. Тогда я сел на электричку и, проехав на ней больше 3 часов, приехал на первую точку своего маршрута. В общем, то место позади меня, откуда я пришел, называется Байкал. Вот, а то место впереди называется Забайкал. Вот. В принципе, я всегда хотел посетить Байкал, и его посещение было одним из моих пунктов в бакет-листе. Стоп! Теперь вы понимаете, к чему я клоню, и что вообще-то все это было неспроста. И действительно, Байкал всегда был для меня местом, которое нужно увидеть. Причем я никогда даже не знал, как он выглядит. Я никогда не смотрел фотографии или видео оттуда. Просто знал, что это огромное озеро, и все. Просто это было какое-то внутреннее чувство необходимости побывать там. Ну просто хотя бы посмотрев на карту, становилось страшно. Байкал далеко, очень далеко. Настолько, что разница во времени с Минском составляет плюс 5 часов. Я снова и снова в сомнениях обдумывал идею поездки на Байкал. Мгновения решимости сменялись мгновениями страха, который порой превращался в удушающий ком в горле. Но я внутри понимал, что нельзя поддаваться страху, ведь я так давно мечтал о действительно дальней дороге. К тому же можно всю жизнь так просидеть, пугаясь любой необходимости вылезти из норы. В общем, сядьте поудобнее, расслабьтесь, возьмите что-нибудь вкусное, а я тем временем покажу и расскажу вам историю о том, как я отправился в дальний путь на восток и проехал 13 тысяч километров, чтобы увидеть озеро Байкал. Ну не-не-не, так быстро мы с вами там не окажемся, до Байкала вообще-то еще доехать нужно. А для начала неплохо было бы хотя бы из Минска выбраться, потому что это тот еще геморрой. Примерно за месяц до отправления я чипировался, чтобы 5G ловило даже в самой глухой тайге. Но тем не менее, для пересечения границы с Россией нужно обязательно сдавать ПЦР-тест. Причем не просто ПЦР-тест, а специальный ПЦР-тест с QR-кодом, который вносится в специальное приложение и делается в определенных лабораториях. И стоил он мне половину стоимости билета на поезд и миллионы мертвых нервных окончаний, ввиду необходимости все подогнать под вот этот вот 3-суточный дедлайн перед пересечением границы. Для того, чтобы впоследствии, спойлер, прийти на перрон, показать проводнице свой билет, паспорт и сказать еще, мол, вот у меня есть приложение с отрицательным ПЦР-тестом, чтобы она посмотрела на мой телефон и сказала: а, ну есть, ну ладно. Собирая в день отправления рюкзак, основываясь на опыте прошлого путешествия, я хорошенько подумал, что мне точно нужно, чтобы вещей получилось не так уж много. Well, shit. Ну, по крайней мере, я хорошо научился его упаковывать. Конечно, я был рад уезжать, но вам не передать словами, насколько сильно я волновался. Итак, сейчас у меня поезд в 0:37 прямиком в Москву. А перед отъездом меня пришли проводить мои друзья. Просто сколько весело. Больше меня есть. Но когда надеваешь его, оно проще становится, да. Да. Рюкзак тяжелее, да, ты что, я бы на одной ноге на ТРХ, Вот Калининград, Москва. Да. Рюкзак весит килограмма 2, это тупо наебало было. Он вообще пушинка. Абсолютно изменился перепереться. тела. Да. И тебе Все, давай. До встречи через месяц. Я на Байкал. Давай. Ну все, парни, goodbye. Давай. Не пуха. До дьявола. Давай, мужик, соберись нам. Давайте. И уже лежа в поезде на верхней боковой полке, я понял, что обратного пути у меня нет.
Так, я сейчас тут, как бы это ни было удивительно на белорусской, и мне нужно вниз в новую чуду. Что это тут делаете? Картины смотрите? Да. Меня в Москве к себе приняли девчонки Таня и Деля. Таня, к сожалению, только что буквально уехала в Питер, а Деля должна быть сегодня вечером. I see someone coming. Приветик. Сейчас я возвращаюсь обратно в город, потому что мне нужно купить две вещи. Во-первых, симку российскую, чтобы иметь доступ всегда в интернет. И во-вторых, перцовый баллончик. Итак, какой вообще сейчас план? В этом путешествии я хочу попробовать каучсерфинг. Для тех, кто не знает, что это такое, это социальная сеть для путешественников, которая позволяет оставаться на ночлег у местных дома. Есть две стороны, хост и гость. Хост принимает гостя, ну и, понятное дело, гость въезжает. Есть, получается, как в обычной социальной сети, своя страничка с информацией. И гость пишет хосту в даты, когда он хочет приехать, какое-то сообщение, и хост уже принимает решение о том, будет ли он принимать гостя. Однако не стоит воспринимать каучсерфинг как чисто бесплатный способ переночевать вместо отеля. Кауч в первую очередь про людей, у которых вы останавливаетесь. Это отличный способ завести дружбу вдали от дома и вписаться с хостом в какое-нибудь приключение. Да и к тому же никто вам не расскажет о городе так, как человек, живущий в нем. А учитывая, что большинство каучсерферов это заядлые путешественники, то интереснейшие беседы по вечерам вам гарантированы. Сейчас я уже отправил примерно 10 заявок разным хостам. Пока только двое ответили, к сожалению, отрицательно, не могут меня принять к себе. Очень надеюсь, что удастся все это провернуть, потому что помимо Байкала на моем пути будет очень много интересных городов, и Казань, конечно, это один из них. В течение 5 часов я ждал хоть одного положительного ответа и уже потихоньку начал отчаиваться. Но тут случилось чудо. Короче, я отправил примерно 18-20 запросов, и тут меня согласился принять парень по имени Габриэль из Венесуэлы, но он живет в Казани. Блин, это очень круто. Сейчас нужно доехать до Балашихи. Как? Не знаю, вот здесь на Курском вокзале, по идее, должны быть электрички до туда. Однако хотя бы уехать с вокзала оказалось не такой уж простой задачей. Балашихи, это где? Второй этаж, конец зала. Спасибо. Из 29 касс работает только 5. Балашихи доехать. Это не умеет, ты до конца вокзала прямо. Здравствуйте, хотите Балашихи, пожалуйста? Фу, наконец нашел поезд нужный. Дичь. Что может быть лучше, чем моя любимая группа «Король и Шут» на расстроенной скрипке? Вон видны знаменитые московские человейники. Будущее гетто. Твою мать, а?
Ну вот и куда мне? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 дорожек. Сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, посетил дом своей дочери Аиши. Абу Бакр спросил у Аиши, да будет доволен ею Аллах: «О, дитя мое, была ли у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, какая-либо сунна, постоянное действие, то, что я до сих пор не делал?» Ну что, меня подбросили до Ногинска, причем водители сами остановились, предложили подвезти на такси, кстати. Я говорю, что у меня нет денег, они говорят, все равно запрыгивай, давай. Мы с ними хорошо поболтали, и они мне в конце дали водички еще, и мои любимые конфеты тофифи. Блин, класс. Однако на этом моя удача в тот день не закончилась, потому что буквально через пару минут за мной остановился дальнобойщик по имени Вова, который довезет меня до самой Казани. То есть теперь нам, словно напарникам-дальнобойщикам, нужно проехать вдвоем целых 770 километров. Ну, как сказать, вдвоем. С нами была еще приставучая муха. Ну ебать. Ну, значит, тогда на эту самую став на скорость, блядь, тонну. Это что, реклама вот, что ли? Да заебала, блядь, эта реклама. Я вчера вот купил симку себе, чтобы, интернет был в России. И вот сегодня мне уже звонят, предлагают пройти консультацию ортопедическую. Как это вообще работает? Ну, кто-то сливает базы данных какие-то, судя по всему. А мне говорят, что там не закрыто. Еще одного, второе. Мы сделали остановку в придорожном кафе, и Вова, к моему удивлению, накормил меня обедом. И с ним я начал понимать, насколько широкой может быть русская душа, и что в России, если уж и едете вместе, то значит, что чертовски долго, потому что Россия — это, просто необъятная страна. А дорога сближает людей, потому что с Вовой мы будем обмениваться сообщениями на протяжении всего моего путешествия. Помаленьку езжай, нихуя страшного. Коллеги, У меня такая хуйня была. Только когда гудит эту кнопку с правой стороны бери, сразу раз нажал. Говорили же вроде, что в России две проблемы: дураки и дороги, да? Да. Ну, с дорогами же нормально вроде все. Ну, пока что. Видишь, сколько рыбаков. Стопский шарик. Ничего, Америка красным выделена. Америка. США. Злостные враги, которые жить не дают. Возвращайся, поехали туда. Я тебе клиента подгоню. Пробка. А? Снимай тут. Такая вот пробка. Там не видать. Классная песенка, да?
Уже 2 часа. Так, ну, Вова поехал на стоянку для дальнобойщиков, а мне сейчас нужно найти место, где поставить палатку. Так, ну что, я поставил палатку. Вот сейчас перекус будет совсем такой легкий, потому что воды нет, чтобы готовить, да и на самом деле желания ничего готовить у меня нет. Вот, и завтра проснусь по звонку Вовы и быстро соберусь и скачу к нему в фуру, и он повезет меня дальше до Казани. Тут, кстати, примерно в 50 метрах от меня сидит компания за костром. И поначалу стремался на самом деле, но после того, как они начали во всю глотку орать «Numb Linkin Park», я понял, что это нормальные ребята. Вова проснулся и разбудил меня в 4 утра. Блин, я очень хочу спать. Доброе утро. Доброе утро, говорю. Все, сейчас, секунду. Там, в кустиках. Это в березках. Что, спасибо, что подвезли за путь, за дорогу. Я подходил с собой. Ну, давайте погрызу. Охренеть, я в Татарстане. И первый такой показатель того, что это реально Татарстан, это появление татарского языка. Классика. После общей сложности, наверное, даже не знаю сколько точно, но 11 часов точно езды с Вовой. Я, конечно, знал, что Россия большая, но я просто не подозревал, что она настолько огромная. Просто жесть. Особенно, когда ты вот проезжаешь все эти расстояния и видишь каждое дерево, каждый километр вот смотришь, ты понимаешь, что это просто невозможно.
Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Так, ну, я в центре города, и здесь нужно пройтись еще минут 10-15 до дома Габриэля. Keep all your game. Поднимаясь по лестнице, ведущей к квартире Габи, я очень волновался. Вдруг что-то будет не так. Приветик. Отлично. Но все мои переживания разбились о его доброжелательность. Приятно лично познакомиться. Туда? Все, вижу. Габи вот уже как 4 года живет в Казани и учится в медуниверситете. А к моему приезду приготовил вкуснейшие чечевичные оладушки. Не врач? Там из метро до общаги это было 15 минут пешком. И надо было ходить на парк. А, я понял. Все нормально? Идеально. Да. А ты из какого города? Матурин. Да. Честно, ни о чем не говорит, к сожалению. Но... А где он находится? Дай-ка загуглю. Далеко. После сытного обеда и бессонной ночи меня сразу потянуло спать. Но вечером... Ну-ка, куда мы идем? Бар. Пойдем в бар. Габи шел в бар со своими друзьями и пригласил меня присоединиться. Они все разговаривают между друг другом по-испански, но для меня они согласились говорить по-английски. И я впервые за много лет попрактиковал разговорный инглиш. И когда я увидел, с какой открытостью меня приняли ребята, как вот, например, Эдгар и Даниэль, я понял, что друга можно найти и далеко от дома. А вечером мы двинулись к Эдгару домой сыграть в настольные игры. Просто это, ну, кусочек вот этих видео будет. Поэтому можешь что-то сказать даже. Оп. Найс. Ну ладно, все. Так, утро следующего дня. Габриэль накормил меня завтраком. Блин, супер мило. После вчерашней, кстати, посиделки с его друзьями я не могу сейчас перестроить себя обратно на русский, поэтому весь мыслительный процесс у меня в голове происходит на английском. День сегодня обещает быть жарким, с хорошей погодой. И это значит, что нужно обязательно сейчас выбраться и посмотреть на Казань. Гоби чилит в теньке. Ну вот, еще татарский язык. Аптека, я так понимаю, на местном Дарухане. Кстати, улица здесь называется вот это вот Татарстан. Не татарстанская, а просто Татарстан. На самом деле, вот эта ситуация, когда рядом находится два языка сразу, очень мне напоминает Беларусь. Но это чисто классика. Шаурма с буквой М в Макдональдсе перевернута. Запах там, правда, стоит такой. О, вау! Какой вид открывается. Я тут в Магните купил какую-то местную вкусняшку, называется она чак-чак. Это похоже на что-то мучное какое-то изделие прессованное вместе с медом. Прилипает к зубам. Ну прикольно. Похоже на хворост, только прессованный.
Мне почти сразу пришлось вернуть дрон, потому что просто обезумевшие птицы так и норовили в него врезаться. Но, по крайней мере, я сделал вот такой вот кадр. Затем я пошел дальше по пешеходной улице Баумана, но на этом мои приключения с дроном не закончились. Блин, короче, я запустил дрон вон там, возле той церкви. И там, как и здесь, очень плохая связь из-за большого количества точек с Wi-Fi. И, в общем, я взлетаю и теряю связь с дроном. И как раз в этот момент подходит полиция, и давай спрашивать, что я здесь летаю, куда и чего, откуда я, где я проживаю. А все, дрон улетел. Я не знаю, куда он улетел просто. Я, что-то начал ерочать, запсиховал. И потом вспомнил, что он вот оттуда полетел туда, где я начинал летать, рядом с голубями. Подбегаю туда, а он там висит на месте рядом с людьми, люди не понимают, что это такое. Просто прилетел дрон и жужжит рядом с ними несколько минут. У меня все еще в голове не укладывается тот факт, что как бы вроде я в России. Ну вот, эти надписи. Басма матбугат кибите. Магазин печатной продукции. Да, я так и думал. Ближе к вечеру мы с подругой Габи Соней, с которой я познакомился вечером прошлого дня, договорились погулять по Казанскому Кремлю и набережной. Hey. How are you? Fine. I don't recognize you first. Соня родом из Испании и уже 4 года живет в Казани, работая преподавателем испанского. И ей очень нравится этот город. Was the millennium of the city, like 1,000 years since the city was founded. So they built the mosque, they built like a millennium bridge here, they built the metro. So basically the city completely changed in 2005. Okay. Okay, I need this on the color of my head. Do you have one? No, but they have here. Okay. The exit. Actually, there's a sign exit in three languages, and we just went to the exit. You know, it's like a preparation just to go in outer space. Like, you have to cover your face, head, your legs, and let's go. We're the first one, right? No, this is huge. He fell in love with a princess. Her name was Suyumbiket. This is the name of the tower, Suyumbiket Tower. And he fell in love with her, and he wanted to marry her. And then he said, she said that okay, she will marry him under one condition, that he will build the tallest tower in Kazan. So back at that time, it was the tallest building in Kazan, the tallest tower. And what she did, like before the wedding, she went up to the tower and she jumped from there. That's the prank of the year.
Come on. Big brother is watching us. Once again. No. А почему не могли? Потому что мы не сможем. Мы не сможем. Да. У нас небольшая проблема. Соня не знает русский, Габриэль не знает английский, я не знаю испанский. Остановка театра имени Галиаскара Камала. Галиаскар Камал исемindagi театр тукталыш. Галиаскар Камал Theatre Stop. Эй, это дракон. Где дракон? А, все, вот это уже больше похоже на дракона. Покажи, какого ты дракона еще раз. Ну просто там несколько вехов, и я перепутал. Где ты дракон? Это я не знаю даже, что это. Ну, это лошадь какая-то. Наверное, лошадь. Итак, какой сейчас план? Сначала я хочу зайти пообедать в ресторан татарской еды тюбетей, испытать это на себе, посмотрим, что это такое. А затем встретиться с парнем по имени Алексей. Я списывался с ним на каучсерфинге, он не смог меня принять, но он предложил просто погулять и посетить 2 места интересных. Так, я хочу попробовать манты с курицей и сыром фета, потом костыбургер домашний, чтобы это не было эчпочмак и губадия. Пахнет пельменем. Вкус как пельмень, только с курицей. Я немножко не могу понять, что я ем, если честно. Я чувствую вкус картошки, огурца, лука. Ну что вот это вот. Из какого мяса это котлета? Значит, очень мало. Тут внутри говядина и лук. Ну то есть булочка мясная. Сегодня на улице снова жара, больше 30 градусов. Фу. Так, теперь мне нужно к Кремлю Казанскому, но туда я хочу добраться на местном метро. Если платить картой, то проезд дешевле. Габдуллаткай Байданы. Станция Кремлевская. Выйдя на этой станции, вы можете пройти на территорию Казанского Кремля. Кремль станциясы. Bu станциядан siz Qozon Kremli territoriyasini chiqa olasiz. Дракон, над которым мы с Габриэлем ржали.
посещаю самые лучшие туристические места и маршруты в Казани. Удобно, интересно. А главное, безопасно. Сначала мы с Лешей пошли к храму, к которому ведет узкая песчаная коса. Но место оказалось забытым и заколоченным, но прогулка, тем не менее, была очень интересной, потому что Леша знает много об истории. Ну еще бы, он же учитель. Мальтийский крест, это вообще вот при Павле Петровиче казалось Александр I его позиции к своему папе. Ага. Окружение, по крайней мере, да. А тут видишь... Завершение работ декабря 16-го, но. Да. То есть Александр I построил при взятии Казани, да? Нет. Нет. В 23 году. Казань взяли в 1552 году. Да, ага. Ну, как бы в память об этом событии. Даже, видишь, 80, может быть, начали строить в 22 году, могу предположить. Ясно. Можно с другой стороны попробовать посмотреть. Выступал лишь королей, типа вот заявил, что как бы изучение национальных языков это право, но не обязанность. И после этого в школах стали урезать, ну, типа татарский язык. Вот у меня, я не учу татарского языка, но как бы учителя стали лишаться часов, и, например, у меня взяли часы, потому что одна из учительниц... А что ты преподаешь? Историю, обществознания. Оказалась с дипломом историка. Вот, поэтому меня как бы тоже затронуло. Но самое главное, это еще, ну, как бы на этом фоне стало больше часов русского языка, но этот русский язык теперь преподают вот эти учителя татарского языка. Они прошли курсы переподготовки буквально там за несколько месяцев. Вот. Они сами по-русски плохо говорят, они преподают русский язык. То есть качество преподавания русского языка на этом фоне резко упало. Вот. Это раз. Во-вторых, я, как человек с историческим образованием, знаю, что вот похожая ситуация была уже в советский период, когда, как бы, ну, не обязанность и право, да, и вот кто-то, ну, когда твои там сверстники изучают, идут домой, и ты должен изучать татарский язык, конечно, многие отказывались. И потом, когда государство ослабло в годы перестройки, тут был подъем национализма, что вот советский период, гнобили татарский язык, все дела, и вот под этими языковыми лозунгами здесь была очень такая нестабильная ситуация. Поэтому государство неизбежно опять ослабнет, оно не может быть всегда вот закручивать гайки и у вас, и у нас, и тогда снова будет волна национализма. Поэтому это очень дурацкое решение. Я считаю, что в Татарстане все должны изучать татарский язык. И у меня лично двое моих детей ходят в татарский язык. Я даже считаю, так, что... А в школе, получается, есть занятия все-таки татарского? Они добровольные. А, добровольные. И многие не изучают теперь. Ну, понятно. Я вообще даже считаю, что в России даже вот, ну, как бы у нас Татарстан, понятное дело, у нас как бы здесь больше половины населения татар, ну, немножко больше половины. Я считаю, что даже во всех регионах, неважно, там, Пензенская область, где там, может быть, все русские, там, Вологодская, помимо вот английского языка, должно быть русского, да, должно быть изучение какого-то языка народов России, будь то татарский, башкирский, там, марийский, потому что, ну, национальная страна, это как бы нормально. И вообще изучение языков, это же очень полезно. Ну, там тоже... вот наше пространство, сейчас мы туда пойдем. Вот на это вот? Да, вон дальше. Так обычно начинаются фильмы ужасов, знаешь. Нравится, что там лежит молоко в холодильнике. Блин, красиво. Думаю, что почти у каждого уважающего себя города есть подобные места, где в помещениях старых производственных зданий устраивают культурные хабы и арт-пространства. Но возможность подняться по лестнице на крышу выгодно выделяет это место от других. Крутая скульптура, да? Ветругран. Блин, это очень интересно. Сначала я думал, что это будет похоже на улицу Октябрьскую в Минске, но это совсем другая штука.
Тем временем, сегодня утром я на каучсерфинге написал примерно 5-6 запросов людям в Челябинск. И уже 3 человека согласились меня принять. Сейчас понедельник, завтра я выезжаю во вторник. И думаю, что где-то в пятницу я буду уже там. Возможно, даже раньше, если потяну снова к дальнобойщику. И меня согласился принять один парень. Его зовут Саша. Он может меня принять с четверга на пятницу, и однако на выходные, я хочу остаться на выходные, он меня к себе принять не может. Но он предлагает одну очень классную штуку. В субботу и воскресенье он едет на сплав по реке Ай. И предложил мне присоединиться. Тебя как зовут? Кирилл. Кирилл, Саша. Все. Соединение Беларусь-Казань. Казань, да? Сейчас есть одна небольшая проблемка. Габриэль уехал, а у меня нет ключей, и сейчас нужно будет ждать, пока он вернется. Зато посижу с видом на Казань. Что ты там такое вкусно готовишь? Давай. Чин-чин. Это какое-то местное пиво я решил купить. Белый Кремль. В Татарстане типа делается. Габриэль. Чистосердечное признание на камеру. Ты готовишь просто восхитительно. Очень вкусно. Я не сказал.